Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Я в одном из своих видео говорил о том, что когда-то для телеканала Дача снимал ролик по поводу малоуходного сада, но я решил не ждать, пока кто-то где-то его выложит на каком-то канале. Я решил на своем канале озвучить это, так сказать, еще раз. Это мои размышления на эту тему. Кто-то, может быть, будет согласен, кто-то нет, но тем не менее. Может быть, вам будет это интересно. Что такое малоуходный сад? Это сад, в котором вам не надо будет заниматься каторжным трудом, не надо будет гнуть спину, портить здоровье и, самое главное, портить свои нервы. Где работать надо будет умеренно, чуть-чуть, но при этом сад должен быть красивым. Вот красота, например, для меня в последнее время стоит на первом месте. Создать это возможно. Не думайте, что это так сложно, это возможно. И вот сегодня как раз давайте об этом и порассуждаем. Это видео будет состоять из двух частей. Начнем мы с того, что мы определимся, от каких растений, от чего мы в саду в своем отказываемся. Первое. Вот согласитесь, что в последнее время, скажем, приобрести сельхозпродукцию, в общем-то, совершенно не проблема. Никаких дефицитов уже абсолютно нет. Можно зайти в любой супермаркет, купить, начиная от картошки, кончая каким-то экзотическим фруктом, авокадо, там, какими-нибудь помелами. Все это легко доступно. То есть, как вариант, зачем выращивать на своем огороде, если все это можно купить. Да, я понимаю ваши слова, вы сейчас скажете, что это все химия, мало того, что это все Китай. Я до сих пор поражаюсь, что у нас, скажем, в супермаркете чеснок китайский продается. Это в Украине продается китайский чеснок. Но, тем не менее, это так. Да, возможно, вы правы. Если вас вариант супермаркета не устраивает, пожалуйста, отправляйтесь на рынок. На рынке можно найти экологическую чистую продукцию. Если и этот вариант вас не устраивает, дайте работу своим соседям, которым нравится это делать, которые с удовольствием будут выращивать для вас овощи, фрукты. Мало того, что они будут это делать с удовольствием, вы их займете работой, и плюс вы будете им платить деньги. Причем это будет не благотворительность, скажем так, а это будет деньги за их труд. И вы будете гарантированно получать экологически чистую продукцию. Наверняка в каждом селе, в каждом пригороде или где у вас там приусадебный участок находится, наверняка есть какая-нибудь тетя Маша, которая выращивает отменнейшие помидоры, или Петрович, который умеет картошку хорошую выращивать. Поищите. Лучше вот таким образом решить свою продовольственную проблему. Второе, от чего я предлагаю отказаться, это плодово-ягодное насаждение. Это имеется в виду плодовые деревья и ягодные кустарники. Опять же, согласитесь, для того, чтобы получать с них хороший урожай, за ними требуется серьезный уход. Вот мы начали ранней весной уже с первого опрыскивания, их 4 только за весну надо будет делать, и так до конца сезона, для того, чтобы действительно красивые вкусные плоды получить. Но мало того, что опрыскивание, их надо еще поливать, их надо делать прополку обязательно, их надо подкармливать и в корень, и по листу, в общем, работа действительно на весь сезон вегетационный. Опять же, эту проблему можно решить покупкой этих продуктов у тех, кто занимается этим всерьез, кто получает за это деньги. Но опять же, выбирайте ту продукцию, которая экологически вас устраивает. Хотя вот с деревьями иногда интересное исключение случается. Может быть, часто вы встречали, вот я, например, встречал в своей жизни, идешь вот мимо участка заброшенного, растут на нем старые деревья, за которыми, явно никто уже давным-давно не ухаживает. И тем не менее, из года в год на них великолепный урожай. Яблоки там какие-нибудь или груши. Вот если вам повезло, если у вас на участке есть такое дерево, конечно, оставляйте его. И, конечно, собирайте с него урожай. Если оно без всяких обработок химических, без удобрений дает хорошие вкусные плоды, почему же такое дерево не оставить? Но это исключение. Теперь про цветы. Вот георгины, гладиолусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты требуют фактически, если вы, конечно, хотите красиво иметь цветы, ежегодной какой-то выкопки, просушивания, химической обработки, чтобы болезни на них не размножались, и потом хранения где-то. Вот все это тоже такой труд, который, в принципе, страшно напрягает. И этот труд надо делать каждый год. Поэтому, может быть, от этих культур тоже стоит отказаться. Кстати сказать, и многие однолетние культуры, вот наша любимая петуния, да, когда она цветет, смотрится великолепно. Но для того, чтобы это смотрелось действительно великолепно, вам нужно, даже если вы не выращиваете рассаду, эту рассаду довести до цветущего состояния, если вы ее купили даже где-то. Ее нужно летом, во время сильной жары, когда она именно цветет, 2 раза в день поливать утром и вечером. Вам нужно обязательно ее подкармливать чем-то, чтобы она обильно и красиво цвела. И обязательно ежедневно обрывать отцветшие цветы.
для того, чтобы образовывались новые. То есть это занятие действительно не для тех людей, которые хотят просто в саду отдыхать. Отдельный разговор про розы. Розы, многие розы у нас требуют на зиму укрытия, обрезки, да и химических обработок тоже они требуют, потому что многие из них болеют. Но, к счастью для нас, для садоводов, сейчас достаточно много сортов, которые не нужно укрывать, соответственно, можно не обрезать на зиму, и которые устойчивы ко многим болезням. Поэтому вот здесь ищите какой-то такой вариант, который вас устроит, чтобы не делать вот этой дополнительной работы, и чтобы ваш глаз, эти самые любимые ваши розы, так сказать, радовали. Кстати сказать по поводу компромиссов, вот если вы любитель гортензий, флоксов, пионов, вот как я, например, я без гортензий, так сказать, жить не могу, они мне ужасно нравятся. Да, они требуют определенного труда, поэтому опять же находите какой-то компромисс. Какую-то работу делать надо. Мы, в принципе, в начале об этом договорились, что полностью, конечно, бездельничать не стоит в саду. Какую-то работу для себя оставьте. И причем вот эта работа касается не только каких-то цветов, она точно так же касается и овощных культур. Но если вам очень нравится, скажем, выращивать томаты, обрывать у них пасынки, подкармливать, подвязывать их, то, ради бога, занимайтесь выращиванием томатов. Но делайте эту работу с удовольствием, чтобы она приносила вам радость. Вот к чему я веду. Следующее, газон. Ну, кто выращивал настоящий, так сказать, как называется, английский газон, тот знает, что это тоже занятие не из легких, это каторжный труд. Ну, во-первых, площадку под газон нужно заранее подготовить, выровнять, нужно подобрать соответствующую правильную траву, эту траву нужно вырастить, и потом летом, когда эта трава уже выросла хорошенько, ее нужно, ну, хотя бы раз в 5 дней подстригать. Подстригать, естественно, желательно газонокосилкой. Кто с газонокосилкой бензиновой работал, тот знает, какой это, в общем-то, тяжелый физический труд. Каждые 5 дней покосить траву, а иногда и чаще приходится, в зависимости от сорта. В принципе, никакой спортзал, никакой фитнес-клуб вам уже не понадобится. У вас будет болеть все тело, все мышцы. Поэтому газон – это занятие, в общем-то, очень трудозатратное, скажем так. При всем при том, что помимо вот этого физического труда на газоне, вас еще будут доставать всевозможные сорные травы. Ну вот одуванчик, например, да, как с ним не борись, но на газоне он постоянно залазит. Ну потому что семена летают, вы знаете, они пушистенькие, ветром разносятся, попадают на газон и прорастают. То есть вы будете физическим трудом, таким довольно серьезным, заниматься, и плюс постоянно портить себе нервы, потому что если вы захотите идеальный газон, вот борьба придется вести с этими одуванчиками, ну и другими сорными травами довольно серьезную и, главное, постоянную. И причем, уверяю вас, эту борьбу придется вести, скорее всего, не вручную, а с применением вот этих вот химически очень-очень вредных препаратов, так называемых гербицидов, которые уничтожают сорняки. Поэтому газон, ну, для меня это все. Это, так сказать, навсегда, и вряд ли у меня газон когда-то будет. Ну хорошо, скажете вы, вот мы пожертвовали всеми этими вещами, а собственно ради чего? Что у нас в саду останется? Ну давайте вспоминать. Я, конечно, ориентируюсь на свой вкус, то, что мне больше всего нравится. Это, конечно, хвойные растения. Хвойные растения, они, во-первых, декоративны фактически круглый год, ну большинство из них. И плюс они, как правило, не требуют от нас вообще никаких, так сказать, физических затрат. Ну, может быть, иногда какой-то нужно подстричь, чтобы удерживать его в нормальной, так сказать, форме. Шарик какой-то или конус четкий. Они, как правило, жароустойчивы, они, как правило, морозоустойчивы. Ну, я имею в виду, если вы, конечно, правильно сорт выбрали для своего региона. Поливать их нужно очень иногда, и то в молодом возрасте, как правило. Взрослые растения не потребуют от вас даже полива, они не требуют никаких удобрений. Да и обработки от болезней для хвойных это, в общем-то, не такая уж частая вещь. Да, болеют иногда, и вредители нападают, и болезни нападают. Но, тем не менее, это гораздо меньше затрат и забот, чем по сравнению, скажем, с плодовыми и ягодными культурами, с деревьями и кустарниками. Поэтому хвойные. Второе. Очень много декоративно-лиственных и цветущих кустарников, которые способны действительно украсить и преобразить ваш сад. И при этом совершенно не потребуют от вас никаких забот. Ну, я вам уже показывал в своем видео, это дерен. Тоже один из любимых моих кустарников. Их сортов очень много. Я сказал, что собираюсь их, так сказать, разводить у себя достаточно много. Это и пузыреплодники, и снежноягодники, и дейция.
Ну, можно много перечислять. Смотрите, выбирайте ассортимент сейчас в садовых центрах, в питомниках огромный. Главное, узнавайте, вот болеют они, не болеют, нападают на них вредители, не нападают. Вот, например, чубушник, великолепный кустарник с красивыми цветами, с большими обильными, так сказать, формами, зелени много на нем. Всем он хорош, тоже неприхотливый. Но вот, к сожалению, часто его поражает тля. Ну, а иметь в своем саду растение, которое постоянно поражается тлей, это значит постоянно обрабатывать его. Ну, если вас это не пугает, ради бога. Опять же, повторюсь, это всего лишь рекомендации. Выращивайте то, что вам нравится, и то, что не потребует от вас затрат физических и тем более нервных. И вообще я хотел бы обратить ваше внимание на природные группы растений. Ну, я имею в виду крупные такие, скажем, лес, роща, луг какая-то. Ведь растения там растут вместе, довольно близко, скажем так, друг от друга, и при этом каким-то образом между ними устанавливается экологическое равновесие. Да, наверное, там тоже случаются и болезни, и вредители, однако в целом картина совершенно не портится. Лес как был красивым, так он и остается, даже если там погибает одно или два растения. Луг точно такой же. Вот травами все заросло, дикими. Это ужасно красиво смотрится, ужасно красиво, такое интересное сочетание, это очень красиво смотрится. И при этом это довольно устойчивое равновесие. Вот примерно то же самое сейчас многие ландшафтные дизайнеры пытаются воплотить в наших садах. Это сады так называемой новой волны. Они очень плотно засаживаются растениями, которые хорошо сочетаются друг с другом. Это тоже очень серьезный вопрос. Растения должны друг с другом хорошо уживаться. Если вот так их посадить, то ни для каких сорняков, в принципе, места уже не останется, и вам не надо будет пропалывать что-то. Мало того, правильный подбор растений позволяет избежать многих проблем, я имею в виду болезней и вредителей. Ведь, ну, всем нам известна проблема, когда если у нас засажено, скажем, яблонями весь участок, и тем более, если вообще одним сортом, то если на одну яблоню что-то напало, будут болеть у вас все. Это совершенно неправильный подход, от него уже, в общем-то, отказываются. Действительно переходят на попытки воссоздания на своих участках каких-то экологических групп, которые смогут существовать довольно длительное время без вмешательства человека. Вот, скажем, посадите злаки у себя на участке, создайте композицию какую-то большую достаточно из злаков, и они будут украшать ваш участок и при этом не требовать от вас никаких забот. Посадите хосту, скажем. Тоже растение, в общем-то, ну кроме слизней, наверное, у нее тоже никаких врагов нет. Разрастается довольно активно. Посадите ландыши, это красиво и это не требует никаких забот. Его, правда, сдерживать наоборот надо, чтобы он сильно не разрастался. В общем, повторюсь еще раз, главное правильный ассортимент и правильная планировка. Вот планировка, кстати, очень важна, чтобы потом не пришлось вот эту вашу экологическую группу, которую вы создали на своем участке, каким-то образом менять, каким-то образом все это переделывать. Продумайте все заранее. Изучите ассортимент растений, которые вы собираетесь посадить, насколько они сочетаются друг с другом и насколько они устойчивы к каким-то заболеваниям, вредителям, ну и прочим катаклизмам. Я повторюсь, это видео сегодняшнее, это не попытка учить вас чему-то, это размышление скорее, это рекомендация. Я буду очень благодарен, если вы выскажетесь на эту тему в своих комментариях. Мало того, если вы предложите вот такие вот комбинации растений, которые будут устойчивы и которые будут радовать глаз. Ну а если будут давать плоды, будет совсем хорошо. Ну вот, собственно, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, заходите по ссылочке, которая в описании к этому видео, на мой блог на Фейсбуке, высказывайтесь в комментариях, и я желаю вам хорошо проводить время на своих участках, получать от этого и эстетическое удовольствие, и немножко физического удовольствия, и главное радость получать от этого всего.